Привет, я Наргиз, и сегодня я хочу поговорить о 5 частых проблемах, которые портят наш рисунок. Все, что я сейчас расскажу, это не что-то новое, это забытое старое. Частая проблема тех, кто рисует, это замыливание глаза. Когда мы рисуем долго, это приводит к тому, что когда мы заканчиваем наш рисунок и уже отдыхаем, да, от него проходит какое-то время, иногда день, иногда может часа два, и вы просто подходите к своему рисунку и видите, то, что явно не хотели видеть. Итак, у нас есть проблема, и как же ее решить? Очень легко. Нам просто понадобится либо камера на телефоне. Когда вы рисуете, просто сделайте фотографию вашего рисунка. И если вы уже сомневаетесь на этом этапе, что-то у вас что-то не так, но вы не можете понять, что, и она как бы ее переворачивает, да, инверсия происходит, и вы сразу заметите, что было не так. А также вместо камеры можно взять зеркало. Я часто использую зеркало, ставлю его прямо перед собой, и в моменте, когда я рисую, поворачиваю свой рисунок к зеркалу и сразу вижу, где там косяк у меня, где, впрочем, что-то не так. Рабочий лайфхак. Лайфхак довольно старый. Просто напомнила о нем. И второе действие, что испортит наш рисунок. Это то, как мы нажимаем на карандаш в начале. Смотрите. Лучше всего нажимать на карандаш в начале самому чуть-чуть. Или брать очень твердый карандаш и не давить на него. К сожалению, я не послушала саму себя, и это очень повлияло на мой рисунок. Я просто вначале неправильно нарисовала, сами пропорции лица. Когда я рисовала этот рисунок, который вы видите, я сильно нажимала на карандаш, очень сильно. У меня привычка такая, я не знаю, просто не могу контролировать нажатие. Но если у вас нет такой привычки, то прошу не давить на карандаш. Это вам облегчит исправление ошибок. Кажется, вроде, легко, что там, зачем просто нажимать на карандаш, просто не дави, да. Нет, так не работает, я не знаю. Со мной я всегда как-то сильно давлю на него, абьюзер. И что впоследствии, когда я понимаю, что мне что-то не нравится в рисунке, я пытаюсь это переделать, а уже все, листик помят, листик испорчен. Это портит визуал рисунка. Третья вещь, что часто не делают, это забивают на состояние клячки, либо же ластика. Когда мы берем ластик, лично у меня, он всегда черный, всегда грязный, и я забываю про это. Когда я хочу убрать то, что мне не нужно, я просто-навсего размазываю весь рисунок. И это также создает очередную грязь в работе. Клячка с ней полегче, чем с ластиком, так что не забывайте чистить свой ластик. И следующее действие, ошибка, что портит наш рисунок, создает грязь, это то, что когда мы рисуем, особенно карандашом обычным, у нас рука находится постоянно на рисунке. И когда мы вводим рукой, и создается, получается, трение, грифель мы размазываем по всему рисунку просто. И чтобы избежать этой грязи, можно просто взять листик, просто подкладываю под руку. Я так делаю, конечно, иногда. Почему я даю советы, а сама их не придерживаюсь. Ладно. И таким образом мы не создаем трение кожи об грифель, и у нас в конечном итоге рисунок чистенький, аккуратненький. Еще одна ошибка – это однородность линий. Когда мы рисуем, у нас нет динамики. И зачастую это выглядит довольно скучно. Все, что я вам рассказала, конечно, я сама не все соблюдаю. И часто потом жалею, конечно, в конце результата, когда я вижу, которых я уже не могу исправить. Но я постаралась вам немножко рассказать о них. Вы уже сами будете думать, как я совершать эти ошибки, либо же избегать. В любом случае, я желаю вам успехов в рисовании, терпения, и у вас все обязательно получится. Конечно, это все было вам не в новинку. Я просто хотела напомнить о таких простых вещах, которые могут вам также испортить, либо же, наоборот, улучшить вашу работу, чтобы вы просто не забывали об этом.
И на этом я с вами прощаюсь. Пока!